Всем привет, друзья! Здравейте, приятели! Шалом! Дима, Даниэль, Скалско, Болгария, 30 сентября, 24 год. Друзья, веселые праздники прошли, потому что справляли день рождения моей дорогой супруги, дорогой. Ей, как обычно, исполнилось 27 лет. Мы справили этот прекрасный юбилей в узком кругу. Друзья, справляли его исключительно из болгарских продуктов. То, что я приготовил сам, мы вместе со Светочкой. Лечо, лютеница, аджика, домашние колбаски, свои собственные соленья, корейская морковочка. Про рецепты буду рассказывать потом. Скорее всего, друзья, очень хочется, наверное, сделать новый отдельный такой кулинарный канал. Я не профессионал, это мое хобби, я это очень люблю. И, наверное, думаю, что вы меня в этом потом поддержите. А в остальном, друзья, все, жара спала. Сегодня у нас 14 градусов на улице. Вчера целый день лил дождь. Как мы соскучились, ребята, в Болгарии по дождикам, вы бы только знали. Потому что это был, наверное, такой самый сильный дождь за последние несколько месяцев. Болгарии нужна вода, ребята, потому что воды в этом году очень и очень мало. Надо наполнять водоемы, надо, чтобы земля пропиталась влагой, и на следующий год дала нам болгарская прекрасная земля еще много-много вкусных овощей и фруктов, натуральных, из которых все прекрасно, ребята, получается. Что у нас? Ну, последние наши дни, в общем-то, были очень серьезно направлены на ситуацию в нашем дорогом Израиле. Как вы знаете, мы оттуда переехали 2 с чем-то года назад. Сейчас вообще полная такая эскалация. Приходит достаточно для нас, для граждан Израиля, приходят очень хорошие позитивные новости. Потому что, наконец-то, наша армия смогла, в общем-то, может делать те вещи, которые она должна сделать. Потому что... Вы знаете, господа, вот вы смотрите мой канал, и на канале огромное количество людей, которые не из Израиля, которые из Евросоюза, Россия, Украина, Европа, Канада и США. И то, что здесь вам показывают по телевизору, я вообще в полном шоке, потому что до вас вообще правда не доходит. Вы видите здесь по европейским новостям, что Израиль бомбит Ливан, Израиль убивает мирных жителей. Ребята, вам показывают ровно то, что хотят показать. А никто ничего не понимает, что с 7 октября прошлого года террористические организации со всех сторон просто уничтожили 1200 мирных граждан. Ребята, они начинали первыми, мы вообще никуда не начинали. И сейчас весь север Израиля пустует, потому что там идут обстрелы. И, господа, друзья, израильтяне, держитесь, конечно, армия Израиля победит, и в итоге все будет хорошо. А наша тема сегодня опять, в общем-то, не о еде, не о каком-то негативе, а о переезде из других стран в Болгарию. Потому что очень много на самом деле обращений ко мне. Мне люди пишут, мне люди спрашивают, пишут в WhatsApp, пишут по электронной почте, и все задаются вопросом. Огромное количество вопросов. На основании этого, в общем-то, делаю какие-то выводы, потому что когда начинал делать YouTube-канал где-то 2 с чем-то года назад, не было такого количества обращений и вопросов. Люди медленно, спокойно переезжали, делали легализацию в Болгарии, оформляли визы Д, вид на жительство, покупали здесь недвижимость, интересовались домами, землей. Но то, что происходит, в общем-то, в последние месяцы, где-то последние полугода, это идет достаточно такой очень серьезный ажиотаж. И очень многие люди думают, а может быть уже поздно куда-то переезжать. Господа, я скажу вам так, вот на основании своей семьи, если бы мы со Светочкой вот сейчас находились в Израиле, продали бы сейчас наш коттедж в Ашкелоне, в городе, который 14 километров от сектора Газа, и который на себе ощутил и огромное количество ракет, мы бы не сомневались, мы бы сделали ровно тот же шаг. Только, наверное, потеряли бы просто время. Я понимаю, что большое количество людей, они сомневаются, они боятся переезд в другую страну. Господа, а давайте я вам такую сделаю маленькую симуляцию, чтобы, может быть, вы как-то немножко успокоились и сделали бы какие-то для себя шаги. Возможно, они бы помогли в выборе правильного решения. И они ответили бы вам на вопрос, стоит ли вообще куда-то переезжать, вообще не куда-то переезжать, стоит ли сейчас переезжать в Болгарию из любой другой страны, или стоит просто отбросить эти мысли в сторону и остаться жить там, где вы живете. Вы знаете, здесь очень индивидуальные ситуации. Я много раз говорил про медицину в Болгарии и указывал, что на самом деле
после многих интересных роликов, какая прекрасная страна Болгария, как здесь хорошо жить, многие люди заходят, еще не могут снять какие-то розовые очки и начинают совершать какие-то, в общем-то, неправильные шаги. А что бы я вот рекомендовал на самом деле? Вот вы сомневаетесь, вы не знаете, вы думаете. Ребят, а вы просто приедьте в Болгарию пару раз в году. Приедьте на неделю, на две. И посмотрите на эту страну, прежде всего, посмотрите на нее достаточно трезво, не обольщаясь теми прелестями жизни, когда вы сюда приехали и вы попадаете в отпуск, потому что в отпуск вы ничего не видите того, чего вы не хотите увидеть. В отпуске вам все нравится, вы отдыхаете, вы тратите свои деньги, а потом возвращаетесь обратно и начинаете либо работать, либо продолжать отдыхать. Нужно обязательно приехать, друзья. Просто приехать и посмотреть. Желательно, конечно, приехать не в самый сезон. Я всем рекомендую, приезжайте ранней весной, очень поздней осенью, чтобы вы все ощутили на себе все и плюсы, и минусы. Чтобы вы, если вы выбрали себе для проживания, предположим, Черноморское побережье, что на самом деле для многих очень и очень важно приехать на это Черноморское побережье не так в тот момент, когда там, дикий ажиотаж туристов, и вы тогда просто ничего не понимаете. Приедьте туда не в турсезон, ощутите себя, снимите на недельку, на две, поживите, покатайтесь по селам, ощутите вот саму эту спокойную болгарскую жизнь. Потому что когда вы переезжаете и собираетесь здесь жить круглогодично, ребята, это будет уже не отпуск, это будет уже не вечный праздник, это будут, быт, как вот у нас, как у нас происходит. С утра проснулись, когда захотели, есть какие-то дела, делаем, есть какие-то дела, перекладываем на другой день, потому что на самом деле спешить, торопиться, зачем-то бежать нам давным-давно уже не нужно. Вот. Мы живем на те деньги, которые у нас есть. Как я получаю пособие, не пенсию, пособие по инвалидности на основании того, что у меня нет ноги, это еще с очень-очень давних времен. Да, дорогие друзья, там диванные критики, которые сейчас после этого скажут мне, что, слушай, мы тут за тебя платим, ты тут получаешь пенсию, пособие по инвалидности, а страна работает. Господа, мы всю жизнь со Светочкой работали. Я очень много лет вообще никаких не подавал ни на какие пособия, потому что моя зарплата была побольше, чем минимальный уровень. Жили, платили налоги, имеем на все полное право, ни у кого ничего не украли. Поэтому вот с этими фразами оставьте их себе и подумайте, что в жизни-то у каждого человека всегда все может перемениться. Не дай бог. Не желайте никому зла и не считайте чужие деньги. Они не украдены. Вот. Поэтому 33 года в Израиле платили налоги и работали. И продолжали бы на самом деле работать, если бы страна позволяла бы сейчас спокойно в ней проживать. К сожалению, сейчас идет война. Я очень хорошо понимаю, как меня сейчас понимают жители Украины, как они, в общем-то, тоже ощущают на себе бедный Харьков, который обстреливают. Не хочу о политике, просто вот говорю. Мы переехали, и до войны мы сюда переехали, и абсолютно ни о чем не жалеем. Сейчас, конечно, у других людей переезд сейчас, он будет просто более дорогой, потому что за это время, естественно, все дорожает. Друзья, когда в мире все дорожает, это не только в Болгарии все дорожает. Ой, в Болгарии все так сильно подорожало за 2 года. Да не все так сильно подорожало. Ребят, в той же Европе все тоже сильно дорожает. А как дорожает в Израиле, это вы мне сможете сказать, вы мне можете написать. Я ежедневно разговариваю с людьми, каждый день разговариваю с людьми по телефону. Они мне рассказывают. Я также в курсе абсолютно всех новостей, потому что, в общем-то, интересно и нужно все анализировать. Поэтому это не только в Болгарии дорожает. Недвижимость, земля, дома частные дорожают, конечно, дорожают. И везде все дорожает. Поэтому, если вы уже так лет 20 как думаете о переезде, лет так 20, я знаю многих людей, которые думают не 20, а 30 лет. Господа, думайте дальше. Вы можете думать и принимать единственное правильное для вас решение. Потому что только вы принимаете решение,
А на основании вот каких-то блогеров типа меня, которые иногда рассказывают там хорошие какие-то вещи, позитивные, не, ребята, не надо всегда меня слушать, потому что мое, в общем-то, восприятие жизни наше со Светой, оно может быть совсем другое. Я могу одно четко сказать, вот один алгоритм, который я вывел. Если вы думаете и сомневаетесь на 30% о переезде, не надо переезжать. Вот не нужно делать вот этих вещей. Переезд, он требует огромного количества позитивной, доброй, хорошей энергии. Если есть сомнения, страхи, не принимайте это решение. Это очень важно, чтобы потом не разочароваться и вообще не войти. Потому что знаю людей, да я сейчас, нет, знаю, наверное, пару человек, которые, переехав в Болгарию, уехали из Болгарии. Да это абсолютно нормально. Не всем здесь может подходить. Прежде всего, если вы в возрасте, у вас есть какие-то предпочтения, я никому не рекомендую сразу что-то покупать. Я рекомендую приехать и пожить. Полгодика выбрать для себя нужную локацию. Если вы сняли, вы выбрали для себя локацию, арендовали жилье, пожили в нем, вам все подошло, вперед покупка. Что-то не нравится, еще подумать немножко. Вот, поэтому я не рекомендовал бы всем спешить, как мы, продавать свою недвижимость в Израиле или в другой вашей стране. Я не полностью рекомендую. Я рекомендую очень внимательно подумать. Приехать, сравнить плюсы и минусы. В Израиле будет еще хуже ситуация, ребята, потому что экономически страна ушла в очень большую яму. Потому что страна тратит огромные деньги на войну, на вооружение. А бюджеты государства не резиновые. И в скором времени будет и повышение цен, повышение налогов. Соответственно, ухудшение уровня жизни для людей с не очень большим достатком. Вы знаете, даже на себе, честно говоря, мы это ощущаем. Потому что если пенсия, которая получается, это, предположим, 4200 шекелей, это сегодня ровно 1000 евро, то когда мы приехали, курс был за 1000 евро, было где-то 3800. Мы просто не то что потеряли, из-за ситуации 100 евро. То же самое при крупных покупках. Вы знаете, когда раньше за 100 тысяч евро это было где-то 38 тысяч шекелей, сейчас 100 тысяч евро это 420 тысяч шекелей. Ребята, 40 тысяч шекелей это чуть меньше 10 тысяч евро. Видите, как все меняется. И не ожидаю на самом деле, нет, скорее всего, что сейчас как-то откорректируется курс. Все-таки есть очень большие предпосылки к тому, что в Израиле все скоро очень станет хорошо. Есть предположение, что достаточно скоро закончится война, и, естественно, государство Израиль победит всех своих врагов. Люди с севера вернутся наконец-то в свои дома. Ребята, 250 000 человек просто не живут в домах из-за вот этой жестокой войны. Но верим, обязательно верим в победу. И просто потом будет на самом деле лучше. Потому что думать о том, что будет хуже, это негатив. А мы живем-то, в общем-то, с той целью, чтобы все будет хорошо. Вот вы знаете, очень много в жизни меня спасала такая ситуация. Были очень тяжелые времена, и не финансово, абсолютно не финансово, а со здоровьем, когда я каждый день ложился спать и говорил себе 3 раза, повторял: Дима, все будет хорошо, все будет хорошо. Это установка. И грустить и только на позитиве, поэтому верим во все хорошее, что все войны закончатся. Все люди будут ездить туда, куда они хотят. Захотят они переехать в Болгарию, они переедут в Болгарию. Захотят они просто жить на 2 страны, приезжая в Болгарию, отдыхать на месяц, 2, неделю. И это тоже прекрасно. Поэтому, друзья, полный позитив. И самое главное, я всем желаю всегда хорошего настроения, принимать правильные решения. И если все-таки вы хотите переезжать, подходите к этому очень медленно, спокойно, плавненько. Взять лист бумаги, поставить плюсы и поставить минусы. Начать писать плюсы и начать писать минусы. Если в конце всего того, что вы написали, будет равное количество плюсов и минусов, отбой, забыть. Если плюсов будет больше намного,
пакуем чемоданы, переезжаем. Ну а если минусов больше, ну вообще забываем обо всей этой истории, продолжаем жить дальше в том месте, где вы живете. Вот, наверное, такой мой дилетантский, скорее всего, совет основан только на своем опыте. Я лично подхожу к любой вещи вот, вот так. Листок бумажки, плюс-минус, плюсов больше намного, принимаем решение, ровно забываем, ну а про остальное мы уже не говорим. Друзья, Хубов день, шельхам йом наим хаварим шили. And have you a nice day, my friends. Чао-чао, мира, здоровья и удачи вам. Будьте счастливы и здоровы.